РФ пошла ва-банк и тянет за собой Беларусь, Кремль срывает саммит мира в Швейцарии, а Харьков пытается сделать непригодным для жизни. Привет, с вами Данута. С 25 по 27 мая проходят выборы в Координационный совет, где я, Наталья Головчук, баллотируюсь в составе списка под номером 7 «Незалежные белорусы». В список входят белорусские добровольцы, воевавшие в Украине, и белорусские блогеры. Лидер списка Максим Шабуцкий. С соблюдением всех рекомендованных мер безопасности я прошу моих зрителей принять участие и выбрать лучший список, по вашему мнению. Как соблюсти все меры безопасности, я обязательно выложу на своем канале. В России начался первый этап учений по применению тактического ядерного оружия. На втором этапе подключат Беларусь. Минобороны РФ сообщила о начале учений по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В рамках первого этапа будут отработаны вопросы получения ракет с ядерной боеголовкой для ОТРК «Искандер-М» и скрытного выдвижения комплексов в назначенный район. Кроме того, учения проходят и в подразделениях авиации, которые отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования. Как видим, кремлевский карлик никак не успокоится и далее продолжает играться спичками возле канистры с бензином. Но самому забавляться скучно, а поскольку глупыми затеями заниматься ни у кого особого желания нету, то остается или заставить кого-то силой, или найти дурака, которому и песок жевать за счастье. В этом вопросе Путину, конечно, повезло, кандидат у него идеально подходит под оба описания. Поэтому абсолютно логично, что визит Путина в Беларусь осуществляется как раз на фоне того, что в РФ начался первый этап учений по применению тактического ядерного оружия, а на втором этапе к этим учениям собираются подключить и Беларусь. Но этого для российского тирана мало, поэтому он на днях принял решение в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море. На это обратило внимание издание Moscow Times, ссылаясь на проект постановления правительства РФ, опубликованный на портале правовых актов. Минобороны РФ подготовила документ, по которому Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Мне лично кажется, что точка, после которой терпение Запада иссякнет, уже очень близко. Диктаторы, конечно, еще продолжат какое-то время чувствовать себя безнаказанными, но не будем мешать обезумевшим гениям. Страны НАТО и ЕС непосредственно начинают понимать, что российская болезнь неизлечима. Поэтому наиболее разумный шаг – это усилить поддержку Украины, достичь поражения РФ на поле боя и запустить процесс распада империи. А там и у нас, белорусов, появится шанс вернуть себе свою страну из рук предателя, который продал всех кровавому карлику. А получать достоверную аналитику по происходящим событиям можно, подписавшись на этот канал. Продвижение достоверной информации ускорит перемены в Беларуси. С 15 по 16 июня 2024 года в швейцарском Бюргенштоке состоится глобальный саммит мира. Ожидается участие порядка сотни государств. Участие РФ на мероприятии не рассматривается. Уже приглашены главы государств и правительств стран ЕС, члены G7, G20, БРИКС, многих других стран со всех континентов, 3 международные организации ООН, ОБСЕ и Совет Европы и 2 религиозных представителя – Ватикан и Вселенский патриарх Константинопольский. Вот так определили цель саммита в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии. Цитата. Проложить путь к будущему мирному процессу и разработать практические элементы и шаги на пути к такому процессу. Все государства, присутствующие на саммите, приглашаются поделиться своими идеями и видением справедливого и продолжительного мира в Украине. Кремль, конечно же, совсем не заинтересован в проведении саммита мира и поэтому всячески пытается дискредитировать саму идею его проведения и сорвать мероприятие. Такие действия России предсказуемы. Они направлены на то, чтобы Украина и другие демократические страны не получили желаемого результата. Ведь проведение этого международного мероприятия может дать политический толчок для достижения всеобъемлющего,
устойчивого мира в Украине. Саммит также будет способствовать консолидации партнеров официального Киева в вопросах усиления поддержки, оказания помощи Украине и даст возможность осуществить давление на Россию, в том числе путем ужесточения и введения новых санкций против страны-агрессора. А это совсем не входит в планы Путина. На самом же деле вся эта дискредитация саммита мира направлена Путиным лишь для оправдания своей вооруженной агрессии против Украины, для удовлетворения его имперских амбиций и завоевания все больших территорий. Чтобы сорвать события, Россия, во-первых, дискредитирует саму идею его проведения, говоря о том, что это будет мероприятие ради фотографий, на котором ничего не решат. Во-вторых, в Кремле хотят максимально сократить количество стран, которые примут участие в саммите, в том числе среди государств так называемого глобального юга – Латинская Америка, Африка, Южная Азия. Работая с ними, Россия изображает войну в Украине как борьбу против западного главенства и колониальной политики. Кроме того, Путин обещает странам глобального юга в обмен на неучастие в саммите простить часть долгов, увеличить количество финансовой поддержки, пойти на некоторые экономические уступки, обещает скидки на поставки нефтепродуктов, продовольствия, товаров и другое. В-третьих, чтобы снизить привлекательность предложенных Киевом мирных инициатив, в Москве формируют образ Украины как государства-террориста, продвигают идею того, что украинская власть не является легитимной, поддерживает нацизм, а украинский народ не стремится воевать против России. Все это, конечно же, не соответствует действительности. Украинский народ борется с российским агрессором за свою свободу, суверенитет, территорию и национальную идентичность. Российский диктатор стремится выполнить так называемую историческую миссию и не собирается останавливаться ни перед чем. Страшная мечта Путина о возвращении исторически российских земель ставит большое количество стран под угрозу испытать ту же судьбу, что и Украина. Потенциальными целями Кремля могут быть Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Беларусь и вся Центральная Азия. Кто будет следующим? В последнее время все больше западных лидеров стали публично предупреждать, что их страны вскоре могут стать объектами российской агрессии, заявляя, что Россия может напасть на страны-члены НАТО в ближайшие несколько лет. И саммит мира будет способствовать тому, чтобы эта зловещая мечта Путина никогда не была осуществлена. Ведь важно остановить агрессора именно в Украине, пока он не пошел дальше. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить реализацию планов Кремля по срыву и дискредитации глобального саммита мира. Ведь это мероприятие – это еще один шаг для достижения мира, спокойствия в Украине, в Европе, да и во всем мире. До начала полномасштабного вторжения России в Украину Харьков был вторым по количеству жителей городом Украины с населением 1 миллион 400 тысяч человек, зарегистрированных официально, и 2 миллиона украинцев, проживавших в нем реально. Харьков расположен всего в 30-40 километрах от государственной российско-украинской границы, ежедневно подвергается воздушным атакам российскими крылатыми и баллистическими ракетами, дронами камикадзе и управляемыми авиационными бомбами. От кремлевской геноцидной тактики войны страдает мирное население, в том числе и дети. Приближается время выпускных праздников в школах, и этого памятного события не хотят быть лишены дети Харькова. Но поскольку город ежедневно находится под обстрелами российских войск, будущие выпускники вынуждены репетировать просто посреди улицы ранним утром в 5:30 утра, пока нет автомобилей и обстрелов. Вот так харьковские выпускники готовятся к выпускному балу. Харьковщина является одним из наиболее пострадавших в результате российской агрессии регионов Украины. В результате российских атак в Харькове уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура, которую невозможно быстро восстановить. На сегодняшний день в городе, несмотря на обстрелы и перебои с электричеством, остаются более миллиона жителей. Для Путина наличие в городе русскоговорящего населения не является фактором дополнительного милосердия, и даже наоборот. Русскоязычный город Харьков Путин считает своей собственностью и убежден, что может делать с ним все, что пожелает. Харьков, как вторая столица Украины, имеет символическое значение для Кремля, и агрессор хочет отомстить за то, что не смог захватить Харьков в 2022 году.
а затем вынужден был отвести свои войска из большей части Харьковской области. А вот представители российской пропаганды пытаются представить усиление террора в Харьковской области как якобы мщение за боевые действия российских добровольцев в Курской и Белгородской областях РФ, а также за теракт в Крокус-Сити-Холле, неоправданно обвиняя в этом Украину. В марте этого года Путин впервые использовал термин «санитарная зона» в отношении приграничной России Харьковской области. Этот термин применяется к территориям, которые непригодны для жизни в результате катастроф техногенного или природного характера. Так что сделать Харьков непригодным для жизни – одна из целей россиян. Близость города к российской границе по замыслу Кремля значительно упрощает задачу устроить геноцид мирного населения. Безнаказанность Путина побуждает его к совершению очередных военных преступлений, которые могут выйти из-за предела Украины. Ведь уже не раз звучали российские угрозы в сторону европейских государств, союзников Украины.